Привет! Меня зовут Светлана, и вы на моем вышивально-информационно-развлекательно-познавательном и не только канале «Свет вышивки». Сегодня 23 июня 2021 года, и у нас в программе финальный отчет по вышивке за прошедшую неделю. Зарождение формата видео. Затем я снова приглашу вас прогуляться со мной по Средневековью. Да-да, по сложившейся традиции. Мы сегодня познакомимся с вами с легендарной женщиной. Женщиной красивой, смелой, умной, не боящейся любить и ставшей при этом отцом отцов. В общем, оставайтесь со мной, и вы все узнаете подробно. Ну, сейчас перейдем к пункту первому. Итак, мы подошли к финишу. Вот так. Все. Последние рывки-стежки на этой работе сделаны. И ура-ура! Победа! Сейчас буду его распрягать и отпускать на волю. Я рада, конечно, но какие-то вот нотки грусти легкой присутствуют. Ну, наверное, потому что привыкла за 4 месяца. Изо дня в день. Сколько часов мы вместе с ним провели. Голубчик, рука об руку. Да, я подержу твою пупырчатую ручку. Ну, такой голубчик. Скоро мы увидим его лицо. Лучезарное. В общем, обрезаны уже все нити. Вот последняя ниточка, связывающая нас с виноделом. Теперь на омовение. Встретимся на водных процедурах, так сказать. Так, ну теперь мы непосредственно принимаем водные процедуры. Вот он, голубчик. Начала разметка растекаться. Синеть бородушка, водичка. В общем, все это сейчас заливаю и оставлю его отмокать какое-то время. Затем расскажу вам, сколько он у нас отмокал. Ну все, не буду больше вам шурудить, мешать. Итак, друзья, мы прошли глажку. И вот что получилось. Перед нами вышитая вручную картина «Винодел». Сейчас хочу вам показать во всех ракурсах, чтобы не дрожала камера. Теперь приблизить хочу. Да, действительно, просветы, которые меня так волновали, ушли. Проблемы теперь не представляют. Вот такой мой красавчик. Ух ты мой хороший, моя бородушка. Вот размер какой, чтобы понимали. Положила специально ленту 61 на 49. Вот так он. Дай мне ручку свою. Вот так. Вот она. Привет. Привет, бородушка. Вот такой голубчик получился. Я не могу на него смотреть спокойно.
Мне он так нравится, его улыбка. В общем, такой дедок зачетный. Ну, надеюсь, что размер понятен. Я и очки свои положила. В общем, вот такой. Стараюсь меньше говорить, чтобы не дрожала камера. Так, ну, вроде бы, что хотела, показала. Сейчас буду менять ракурс, чтобы могла уже что-то рассказать вам. Вот такой голубчик. Очень нравится мне. С каким умилением, удовлетворением он смотрит на творение рук своих, знает цену своему труду. Молодец. Я сейчас, наверное, выгляжу так же, глядя на него, как он смотрит на вино. Думаю, он доволен, абсолютно доволен тем, что получилось. Да. Ну все, сейчас перейду к другому ракурсу. Ну что, друзья, теперь немного подробностей, да? Значит, вышивала я эту картину по схеме дизайнера Химера, которая, в свою очередь, разработала схему по картине художника Эрнста Новака «Винодел». Вышивала впервые по электронной схеме в программе «Сага». Да, мне понравилось. Чем понравилось? Быстротой определения, выделения нужного значка, что значительно повышает скорость работы. Очень удобно, да. Также впервые при вышивке данной работы был использован станок диванный. До этого я пользовалась исключительно пяльцами. Тоже понравилось. Чем понравилось? Тем, что картина передо мной не только предстает вышиваемым на данный момент фрагментом, а также и большей частью уже вышита. Также не сминается, как под пяльцами, нет заломов. Понравилось. Правда, пришлось приноравливаться и сказать, что я полностью освоила заправку канвы на станке. Тоже не могу этим похвастаться. В общем, еще над этим надо работать. Но пяльца своей позиции не сдали. Я их по-прежнему люблю, ценю, пользуюсь ими. Поэтому вот так. Значит, размер схемы 320 на 400 стежков. Схема несложная, много участков, вышиваемых одним цветом, но и, понятно, не без единичных стежков. Встречается много и двойных, тройных, рассыпана крупа, в общем, все сопутствующее многоцветным работам. Все это есть. Схема относится к разряду прогонных, но проработанных. А вот интересно, существуют ли категории вот подобных схем? Не знаю, интересно было бы. Ну, хотелось бы, конечно, чтобы они были, эти категории, чтобы можно было понимать степень разработки схемы. Ну, допустим, фрагментарно разработана схема, ну, допустим, какие-то важные элементы и все, либо в полном объеме. Присутствует ли размытость, шахматка или другое, и насколько цветовая гамма соответствует превью.
Ну, понятно, у всех разные гаджеты, искажения цветов. Ну, поэтому я думаю, что должно быть описание какое-то будущей вышивки, чтобы там указывалось цветовое решение, тональность, степень или уровень сложности должен быть, мне кажется. Да, у некоторых разработчиков это есть, там указывают. У Golden K это есть, я знаю. Ну, с остальными пока не сталкивалась, конечно. Потому что есть, допустим, абсолютно полностью ручная проработка схемы. Ну, понятно, что будет и, соответственно, цена. Ну, в общем, не знаю, смогла я мысль свою вам донести, нет. Ну, вот хотелось бы, да, мое такое пожелание. Вот так. В работе использовала мулине фирмы ДМС. Количество цветов 48 одноцветных и 13 смешанных. Вышивала крестиком в 2 сложения нити. Канву использовала 16-го каунта. Хочу сказать, что это и есть отдыхалочка. Моя любимая игла 28 номера, я, кстати, ее использовала, но со свистом пролетала. Абсолютно несложно. Ну, вышиваешь и отдыхаешь. Нет никакого абсолютно напряжения. Крестики не толкают друг друга, не выпирают. В общем, мне 16-я канва понравилась. Но в будущей работе я, скорее всего, вернусь к 18-й. Ну вот, ну, надо смотреть по дизайну и принимать правильное решение. В общем, мне все понравилось. Изнанка, понятно, соответствует данной категории вышивки. Сейчас я... ну, вот такой коврик. Вот такой мой лохматый. Вот они, волосики. Вот она его бородушка, бровушки. В общем, такой коврик. Ой, да ты тут прям красавчик с этой стороны. 3D прямо. Ну, как сказать... Да, такая категория вышивки. Ну, на мой взгляд, сравнительно это новая современная категория рукоделия. Это вышивка вот таких приблизительно картин, полотен по качественно разработанным прогонным схемам. Но я, по моему лично моему мнению, в данной категории изнанка в виде коврика допустима. Хотя кто, допустим, бдит изнанку, всячески ее, так сказать, к идеалу приближает, все. Мои вам аплодисменты, молодцы. Ну, просто для меня пока изнанка не главное. Вот так, дорогие мои зрители. Ну что, подошли плавно мы ко второму пункту. Это рождение контента видео. Да, это произошло благодаря виноделу и вам. Вначале задумывалось видео как маленькие видеообзоры, предназначенные для знакомства с дизайном, с дизайнером, качеством его проработки схем. То есть, чтобы будущая вышивальщица понимала, с чем, возможно, столкнется при работе. Но спустя месяц, как только показалась головка нашего винодела, было видео, здесь немножко он начал проявляться, я несказанно ликовала, обрадовалась, потому что, ну, понятно, бочка, стены были до этого. Причем головка, увенчанная шляпой, меня вдруг заинтересовало, как называется этот головной убор нашего героя. И вот я начала интересоваться, посмотрела и узнала, пилеолус называется данный головной убор. Зачем мне это, не знаю, ну вот теперь знаю. И, кстати, вам
рассказала, познакомила вас в том видео со шляпой. Называется видео «Дело в шляпе». Ну а затем меня увлекло само занятие монаха. Вот таким образом мы познакомились с виноделием, пивоварением, появлением ликеров, шампанского, тара, как появлялись одни, затем другие, при помощи чего, как они видоизменялись, да, и почему, способы хранения, транспортировки вина. Все это мне стало вдруг очень интересно. И я стала вас знакомить с данной информацией. Мне очень понравилось, что рецепты разработать и сохранить удалось как раз монахам, вот наш герой перед нами. И все это не забываем, в темную эпоху Средневековья происходило. И так он нас повел кружить за собой по Средневековью. Так я и сама не заметила, как была втянута виноделом в историю. В общем, мы с вами в 12-м отчете приподняли завесу тайн истории ордена иезуитов, одного из самых одиозных католических орденов. Напомню, да, интриги, шпионаж, убийства, шантаж, политические игры, манипулирование вся и всеми и прочее, прочее. Затем в 13-м отчете, вот как все не случайно в истории получается, мы столкнулись с инквизицией. Жанна д'Арк, Джордано Бруно, Галилей. В 14-м отчете коснулись периода темного средневековья, которое неразрывно связано с мрачными видовскими процессами, жестокостями инквизиции. Сотни тысяч обвиненных в колдовстве или связи с дьяволом были тогда отправлены на пытку или на костер. Также прогулялись по готическим соборам. Вспомним, что готика – это стиль, ставший визитной карточкой Средневековья. Узнали тайну Нотр-Дама и судьбу несчастного кузнеца, напомню. Поняли, насколько может быть химерной цель алхимии, что такое философский камень и что не все то золото, что блестит. Познакомились с известными алхимиками и узнали об их судьбах. Наконец, совсем недавно мы провели время с рыцарями-тамплиерами. Узнали, что орден тамплиеров спустя всего лишь полвека стал самой могущественной и богатой организацией в Европе, предшественниками ЕС и МВФ. И, наконец, на днях мы перевернули одну из самых чудовищных страниц Средневековья эпохи пандемии чумы. И узнали, что одессит Владимир Аронович Хавкин спас мир от эпидемии, нашел средство, которое спасает от чумы. И плюс ко всему вышесказанному просьбы ваши об увеличении формата видео, времени. В общем, все это и сформировало контент, так сказать, выпускаемых роликов. Ну, что скажу, финиш, поэтому финиш вышитой работы, да, вовсе не означает финиш в наших путешествиях. Так что, друзья, все только начинается, дальше будет еще интереснее. Я знаю, что после инквизиции и чумы зрители остались проверенные, с иммунитетом, поэтому будем смело шагать с вами по Средневековью и не только, срывать завесы тайн и недосказанностей. Вот и сегодняшняя история будет посвящена преданию о женщине, которая смогла добиться неземных высот в католическом мире и взошла на престол Папы Римского. Так сказать,
Шершеля Фам в Ватикане. В общем, теперь берем иголочки, устраиваемся поудобнее и погружаемся в мир Средневековья. Итак, после смерти Папы Римского Иоанна Павла II высказывались различные предположения о том, кто же станет его преемником. Представители радикальных кругов даже выдвигали революционные идеи о том, чтобы избрать следующим папой римским женщину. Римско-католическая церковь давно нуждается в нежной женской руке, заявляли самые радикальные. Не стоило бы, конечно, обращать внимание на это эпатажное заявление, если бы не один исторический курьез. Предание гласит, что после смерти папы Льва IV в 855 году папский трон 2 года, 5 месяцев и 4 дня занимала женщина, вошедшая в историю как папесса Иоанна. Конечно, трудно представить на престоле Ватикана женщину. Католическая церковь того периода видела в женщине начало всех бед, причину первородного греха, ведь это она толкнула Адама к грехопадению. И вдруг женщина на святейшем престоле. Итак, приступим к обсуждению легенды о дочери Евы, ставшей отцом отцов. Об этой почти мифической идеальной женщине, женщине красивой, смелой, умной, не боящейся любить. Выяснен ли на сегодня вопрос о том, насколько правдоподобен этот образ? Некоторые исследователи пишут о ней как о вымышленной личности, вошедшей в историю благодаря романтической легенде, другие называют ее авантюристкой, а третьи посвящают ей свои литературные творения – стихи, прозу, пьесы, киносценарии. Женщина-священник – вечная мечта не только феминисток. Поэтому и гуляют по свету легенды о женщинах, посмевших состязаться с мужчинами в служении Богу. Обычно их ждал не самый счастливый конец. Хотя бывали исключения. Например, стоит вспомнить библейскую пророчицу Девору, мать 8 сыновей, которая была судьей Израиля целых 20 лет. Правда, она была избрана совершенно легитимно и не пыталась выдать себя за мужчину. И на ответственном посту не впутывалась в сомнительные связи, которые по большому счету запрещены в принципе, независимо от пола. Легенда о папессе Иоанне, согласно некоторым исследованиям, восходит к концу X века, но многие историки считают, что Иоанна взошла на папский престол 2,5 веками раньше, после смерти папы Льва II. Это событие пришлось на времена кризиса и беспорядка в римской епархии, подданные которой избирали папу. Царила коррупция. Разногласия между знатными римскими семьями, в чьих руках была сконцентрирована власть, привели к определенным сложностям с избранием нового понтифика. По одной из многочисленных версий, дошедших до наших дней, коронация женщины стала возможна, помимо всего прочего, как раз из-за слабости знатных римских семей, которые не смогли утвердить своего кандидата. Итак, действительно ли представительница прекрасного пола занимала престол святого Петра? Миф это или реальность? Но история с Иоанной стала очень популярной. В различных литературных, кинематографических, исторических и околоисторических источниках пересказывается эта история бесконечно. Несмотря на энергичные протесты одних ученых,
Существование папессы Иоанны подтверждается другими. В качестве аргументов «за», в частности, приводится то, что, как известно, именно она руководила работами по строительству высоких каменных стен, которые до сих пор окружают Ватикан. Еще один аргумент в пользу гипотезы – так называемый след Бенедикта III. В самом первом известном списке пап почему-то не значилось имя этого понтифика как преемника Льва IV. Его вписали позднее. Причем летописцам почти ничего было неизвестно о нем. Они лишь упоминали о Бенедикте как о человеке с привлекательной внешностью, не любившим показываться на людях, а еще по одной из версий о его кончине в 858 году и о том, что его почему-то похоронили за пределами собора Святого Петра. Возможно, это и была папесса Иоанна. А возможно, это одна из шуточек госпожи истории или господ историков. Мы не найдем ни в одном издании Римско-католической церкви упоминания о легендарной папессе. Не ищите это имя в биографических справочниках и официальных списках пап и даже антипап. Краткий эпизод краткого присутствия дамы на троне святого Петра остается одним из самых тщательно хранимых секретов Ватикана. Так о чем же рассказывает легенда? По одним источникам, Иоанна была молодой девушкой, родом с Востока, возможно, из Константинополя. Единственное, что несомненно, она была любознательна и умна, хотела учиться, что в ту эпоху для женщины было не так-то просто. Учебные заведения находились под эгидой церкви, а церковь была заинтересована в обучении мальчиков, которые в будущем могли стать священниками, а никак не девочек. Женщин на учебу не принимали. Согласно другой легенде, ее отцом был миссионер, с которым она постоянно разъезжала. Возможно, именно тогда он и понял, что мальчик – это помощник и продолжатель его религиозной миссии. И это намного лучше, чем девочка. И Иоанна начала переодеваться в мужское платье. После смерти отца, по-прежнему понимая все преимущества мужского костюма, она больше с ним никогда не расставалась. Иоанна получила хорошее образование в области теологии и философии, поэтому, приехав в Рим после долгих странствований, она выдала себя за монаха. Иоанна поразила своей эрудицией церковных мужей, и они, вероятно, после смерти Льва IV помогли ей взойти на папский престол. Официально ее называли Иоанном VIII. Другие же знатоки ватиканских мифов и интриг утверждают, что под именем папессы Иоанны скрывалась прекрасная особа благородных кровей и весьма высокого ума, родившаяся в Англии. Согласно легенде, получив начальное образование, она захотела продолжить учиться дальше, что было доступно во времена Средневековья только мужчинам, напомню. И опять ее выручило мужское платье. Именно в этом одеянии она попала в мужской монастырь, где сразу же стала выделяться среди общей массы полуграмотных монахов своей покладистостью и обширными познаниями. Предполагают, что здесь, в монастыре, она и познакомилась со своим будущим спутником по дальнейшим путешествиям, монахом из Фульды. Влюбилась в него, рассказала правду о себе и стала его любовницей. Из Англии Иоанна и ее спутник перебрались в Германию, где и получили в лицее немецкого города Майнца хорошее образование.
По другой версии, влюбленные покидают монастырь, чтобы отправиться в Афины для продолжения учебы в духовно-теологической школе. Они путешествовали по Европе, посещали самые известные богословские и философские школы. Честолюбивый монах мечтал, набравшись знаний, поехать в Рим и стать кардиналом, а если судьбе будет угодно, то и самим папой. Но во время скитаний по Европе юноша заболел и умер от лихорадки, а его спутница, оставаясь в мужском обличье, поклялась на могиле друга осуществить его дерзкую мечту и отправилась в Рим, по-прежнему в мужском платье. Как уже упоминалось, это был единственный способ получить образование. Итак, мужской костюм снова ее выручил. А может быть, у нее просто не было выбора. Ее же нигде и никто не ждал. А монашеское одеяние, так удачно маскировавшее все особенности женской фигуры, открывало ей двери в многочисленные монастыри, где можно было переждать плохие времена и согреться, получить еду и питье. Здесь никто особо никем не интересовался, тем более, что через несколько дней Иоанна уходила, чтобы найти приют в следующем монастыре. Благодаря недюжинным способностям, ораторскому таланту и богатым знаниям чужеземке удалось получить кафедру в греческой школе. После Афин Иоанна попадает в Рим. Здесь ей пригодились весь ее жизненный опыт и все знания. Она обращала на себя внимание благодаря своей эрудиции, хорошей памяти, изворотливому уму, умению работать с документами. Вскоре слава о высокопросвещенном монахе распространилась по всему Риму. Иоанна успешно занималась не только церковными, но и государственными делами. Чуть позже она стала нотариусом при папском совете и заняла весьма почетную должность при дворе папы Льва IV. В то время нотариус был и юристом, и секретарем, и архивариусом, и советником в одном лице. В ее ведении были все более важные документы папской канцелярии – финансовые, политические и религиозные. А в 855 году, после смерти Льва IV, Иоанна была избрана его преемником под именем Иоанна VIII. Но природа взяла свое, и через год после избрания она обнаружила, что должна стать матерью. Молодая женщина, облаченная в папскую сутану, не выдержала зова плоти и вступила в любовную связь со своим управляющим. По другим источникам, Иоанна стала любовницей одного из весьма высокопоставленных служителей Ватикана. А по самой же скандальной версии, она забеременела от Флора, незаконного и единственного сына Льва IV. Как так-то? Широкие одежды понтифика скрывали последствия их греха. Но на праздник Вознесения 858 года случилась трагедия. Традиция требовала от папы обязательного участия в церемонии. Во время крестного хода папесса, одета в свободную одежду, была окружена сановниками и народом. В проходе между Колизеем и церковью святого Клементия она упала. Начались родовые схватки, и папесса Иоанна скончалась. Согласно другой легенде, ее и ребенка разъяренная толпа забила камнями. Убиенных похоронили в церкви святого Клементия. О том же, как на самом деле закончился путь Иоанна, источники также дают весьма сбивчивую информацию.
Монах из Мальмесбури в 1366 году считал, что она осталась в живых, но вела жизнь затворницы, а ее сын выжил, был отдан в монастырь, принял постриг и сделал церковную карьеру, стал епископом в городе Остия. Этой же версии придерживает и Боккаччо. Весьма распространено мнение, что именно в интересующий нас период, примерно с X до начала XVI века, был введен занятный обычай, по которому вновь избранного папу проверяли на гендерную принадлежность. Претендента на папский сан усаживали в особое мраморное кресло с отверстием в центре и деликатно обследовали, не женщина ли это. Сейчас кресло хранится в одном из римских или даже ватиканских музеев, но никто не знает, в каком именно. Скептики же утверждают, что артефакт в виде кресла с дыркой был пережитком времен Римской империи, когда великим мира сего подобало в целях личной гигиены восседать на такого рода креслах. И только. Учитывая обыкновение многих высоких особ принимать советников во время совершения утреннего туалета в узкофизиологическом смысле этого слова, это нормальное приспособление. Что же, возможно, скептики правы, но обычай проверки пап на принадлежность к мужскому полу упоминается что-то подозрительно часто. Интересно, что придуманный в Ватикане ритуал проверки мужского естества очень понравился Петру Великому. Русские хроники того времени сообщают, что после смерти в 1718 году первого шутовского князя папы Никита Зотова царь, выбирая ему замену, велел свидетельствовать вновь избранного так называемого папу. По мнению некоторых историков, этот обычай просуществовал до XV века. Вероятно, римская церковь не хотела допустить обмана. Значит, у нее были основания опасаться, как бы женщина не надела папскую тиару. А история папессы продолжала возбуждать писательские умы и перья. Впервые эта необычайная история была опубликована в XIII веке, а потом она периодически вновь и вновь всплывала то у одного, то у другого европейского автора, почитавшего ее за чистую правду. Да, библиография дамы-папы обширна. В конце X века история женщины-папы докатилась до Руси. В 991 году, сообщала Несторовская летопись, киевский князь Владимир незадолго до крещения Руси обратился с посланием к папе римскому Иоанну XV. Узнав об этом, Константинопольский патриарх отправил в Киев письмо, указав, что недобро иметь отношения с Римом, ибо там баба была Анна папою, идучи со кресты в крещение, родила на улице и умерла, и по той улице папы со кресты не ходят. И вы того зловерия не принимайте, и учению их не верьте. За сущую историю считал эпизод с папессой русский историк XVIII века Василий Татищев. Вскоре к этой же теме обратился и Пушкин. В Булгинскую осень 1833 года Пушкин пишет сказку о рыбаке и рыбке. В ее первоначальной редакции была сцена, в которой старуха пожелала стать римскою папой. В окончательном варианте Пушкин этот фрагмент опустил, а в черновиках сохранилось. Отвечает золотая рыбка: «Добро, будет она римскою папой». Воротился старик ко старухе. Перед ним
монастырь латинский, и на стенах латинские монахи поют латинскую обедню. Тема папессы и на страницах пушкинской записной книжки в карандашном наброске, сделанном по-французски в начале 1833 года. Пушкин хотел написать пьесу в 3 актах. Вопреки всем предшествующим произведениям о папессе, он переносит действия во времена инквизиции 15-16 века, придавая тем самым этой истории более трагический оттенок. Во Франции, в главной библиотеке города Монпелье, хранятся дневники снов, которые молва приписывает Иоанне. Скандальный эпизод в папской истории ловко использовали лютеране при обличении римской церкви, а потом вспоминали атеисты, от французских якобинцев до авторов антирелигиозных частушек первых лет советской власти. Сегодня считается, что легенда о папессе Иоанне, вероятнее всего, возникла в Константинополе на почве вражды между православной и католической церквями. Многие французские энциклопедисты заклеймили эту историю как выдумку. В наше время старая легенда, как и прежде, будоражит творческую фантазию. Драматическую поэму «Песнь об Иоанне» выпустила в 1987 году россиянка Нина Лакшина. В 1996 году вышел роман «Папесса Иоанна» американской исследовательницы римской истории, горячей поклонницы реального существования женщины-папессы. Как видите, наша героиня наделала много шума в мужском мире религии, завоевывая для женщины право на образование, а также доказывая, что и женщина может занять высокое место в обществе и в политике. Но захватывающая история о девушке, сумевшей благодаря необыкновенным талантам взойти на папский трон, не могла не появиться. Однако сказку убивает самая прозаическая вещь – цифры. Дата на монетах папы Бенедикта III – 855 год, тот же, в котором умер его предшественник. Между ними Иоанне просто нет места. Версия о 1100 годе как месте исторической локализации понтифика Иоанны тоже не подходит, так как здесь тоже все расписано начавшимися крестовыми походами и борьбой за инвеституру. Но все равно все, что хранит память людей, живет своей странной жизнью в реальности. И сказка, которую не забывают уже столько веков, манит больше, чем скучные архивы. И вот что интересно, несмотря на, казалось бы, доказанность невозможности интронизации мифической женщины с большой буквы и без того немалое число желающих найти доказательства обратного только растет. Так может, эта история не о том, что было на самом деле, а о том, что люди очень хотят верить в то, что это было. Вот так, друзья. Не знаю, как вы, а я верю в то, что она была. Просто не хотят это признать и всячески искореняют эту информацию из истории. Но это мое мнение. Вот так, на сегодня все, друзья. Спасибо, что остались со мной до конца, все выслушали, дослушали. Желаю всем мира, здоровья, благополучия. Ну а мы с вами встретимся в следующем видео. Все, всем пока-пока.